Прорыв российской границы, падение военно-транспортного самолета, остановка российского наступления. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Беспилотники тревожили многие регионы России этой ночью. Где-то тревога, где-то повреждены здания, а где-то все прошло спокойно. Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было. Президент и премьер-министр Польши с официальным визитом в США по случаю юбилея присоединения к Альянсу. Возврат к прежнему статусу кво невозможен. Империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм подталкивают Москву к прямой конфронтации с НАТО. Российская авиация не жалеет пилотов и денег, которые потрачены на их подготовку. Потому что стоимость подготовки одного пилота, она, как правило, лежит в границах от 5 и более миллионов долларов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно. Поехали. С начала широкомасштабного наступления на Украину Россия потеряла около 300 тысяч человек, но время играет на руку Путину. Кроме того, им удалось сорвать украинские планы летнего контрнаступления. Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны. Около 300 тысяч среди личного состава, тысячи танков и другой бронетехники. Пишут, что армия РФ столкнулась с нехваткой личного состава, истощением военных, их низким моральным духом, и все эти проблемы будут только усугубляться. Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон вели ожесточенные бои, как они пишут сами в соцсетях, в Курской и Белгородской областях. Губернатор Курской области Роман Старовоид говорит, что у них ничего не получилось. Друзья, неспокойная ночь выдалась сегодня для всех нас. Массированная атака беспилотными летательными аппаратами. Сообщения об этом давали. До сих пор не снята еще ракетная опасность. Ночью отлично отработали наши силы противовоздушной обороны. С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Лужковского района. Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было. Поэтому хочу поблагодарить Погрануправление Федеральной службы безопасности Министерства обороны Российской Федерации за защиту наших территорий, нашего спокойствия. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ. Но в целом все в порядке. Сами бойцы в своем телеграм-канале запостили видео, на котором, как они утверждают, переходят российско-украинскую границу утром во вторник. Далее последовало сообщение об уничтожении российского БТР в поселке Теткино, и российский военный блогер Варгонза пишет о неудачной попытке прорыва границы. А в одном из постов, ссылаясь на источники ФСБ, даже пишет, что при попытке прорыва границы погибли 100 человек, некоторые подорвавшись на своих собственных минах. Легион Свобода России опубликовал видео, из которого становится понятно, что акция вся эта приурочена к выборам. Легион идет на выборы, звучит там. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который комментирует деятельность Легиона Свобода России, написал, что Легион, а также Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон перешли границу и взяли под полный контроль населенный пункт Лозовая Рудка. Представитель ГУР, Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что эти подразделения действуют самостоятельно, без указаний из Украины. Легион Свободы России, РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России. Разные сообщения о количестве техники поступают также. Даже в среде военных российских блогеров нет единого мнения. Это несколько танков, это несколько БТР или куча пикапов. Видео с танком, которое снято вроде как из окна дома на территории России, тоже официально не подтверждено. В целом, будем ждать.
А российские паблики тем временем пишут, что армия оккупантов наступает на Часов-Яр в Донецкой области. Но официального подтверждения ни с одной, ни с другой стороны пока не было. В Таганроге звучала сирена воздушной тревоги. Власти призывали жителей перейти в убежище. После губернатор Ростовской области сообщил, что все цели уничтожены и уточняются последствия. Но в целом ситуация тревожная. За всю ночь на территории России подобных случаев было около десятка. Еще и пожар на нефтебазе в российском Орле, который долго не могли потушить. Очень долго. Местный губернатор тоже говорит, что все хорошо. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем. В России ночь прошла под символом атак беспилотников, а закончилась штурмом границы. Очень хорошая картина. Если НПЗ принимает на грудь какой-нибудь беспилотник, то в любом случае это хорошо для нас. Потому что, во-первых, война возвращается туда, откуда она пришла в Украину. И против Украины, украинского народа. Во-вторых, это удар по экономике. Это те самые санкции, которые бьют прежде всего по вооруженным силам Российской Федерации. А если и будут изысканы резервы для того, чтобы это топливо каким-то образом все-таки попадало в российскую армию на временно оккупированные украинские территории для того, чтобы вести эту несправедливую войну, то это будет ограничение для местного населения. Поэтому в любом случае мы говорим о том, что вполне вероятно на России очень сложно с соблюдением технологий, в частности, на нефтеперерабатывающих заводах. Во-вторых, мы видим, что каждый день теперь сводки из России, они напоминают хронику боевых действий. Что это? Предвестник гражданской войны? Не уверен пока, не готов так сказать. Но с другой стороны, это наносит вред экономике России. Это меньше снарядов, это меньше техники, это меньше убитых украинцев. Поэтому для нас, конечно, это плюс. И, честно скажу, мы с удовольствием за этим наблюдаем. Иваново над северным аэродромом. Там загорается самолет и резко идет на снижение. Северный военный аэродром недалеко от Иванова, недалеко от Москвы. Черный дым виден с разных районов города Иваново. Предварительно у военно-транспортного самолета отвалился двигатель. На борту находилось 15 человек. Сейчас на аэродром вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России. Любая подобная катастрофа теоретически может стать серьезным ударом по российской военной авиации, потому что подготовка пилотов – это долго и дорого. В принципе, и самолет – это долго и дорого. Если мы говорим о российской армии, то в целом у них даже периодически и летный состав не очень-то и ценится. Вот. Но с точки зрения продолжительности подготовки и денег, конечно, стоимость подготовки одного пилота или представителя летного экипажа, она в десятки раз дольше по времени и может быть в сотни раз дороже по стоимости, потому что стоимость подготовки одного пилота, она, как правило, лежит в границах от 5 и более миллионов долларов в зависимости от типа воздушного судна, на которое этот пилот военный готовится, от его класса. Вот, и мы говорим именно о пилотах первого класса. Это фактически высшая лига. Это пилоты, которые способны выполнять любые задачи, достаточно сложные. Вот, и этот процесс может составлять, как правило, от 2 до 10 лет в зависимости, в том числе от типа самолета и от уровня подготовки пилота. Как только будет известно больше деталей, мы обязательно сообщим вам на нашем телеграм-канале. Не забудьте подписаться. Российское наступление остановлено. Ситуация на фронте намного лучше, чем на протяжении последних 3 месяцев была. Об этом президент Украины сообщает в еще одном интервью, теперь французскому BFM TV. Мы имели трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников. Хоть ситуация и лучше, чем могло быть, все может быстро измениться через месяц или неделю, если украинская армия не получит достаточной поддержки, говорит президент Украины. Президент и премьер-министр Польши прилетели в США по случаю юбилея вступления в НАТО. Ровно 25 лет назад Польша вместе с Чехией и Венгрией вступила в альянс. 4-я волна расширения НАТО. Передали в Вашингтон подписанные документы и стала членом блока.
Возврат к прежнему статусу кво невозможен. Империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм подталкивают Москву к прямой конфронтации с НАТО, Западом и в конечном итоге со всем свободным миром. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше и совсем несложно, займет у вас всего несколько секунд. Не забудьте подписаться на все наши каналы. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.